Болезни сердца продолжают оставаться главной причиной смерти по всему миру. Они вызваны образованием бляшек в артериях и кровеносных сосудах, что препятствует нормальному поступлению питательных веществ и кислорода к сердечной мышце. Запускают их образование несколько факторов, два из которых вы не можете контролировать – возраст и наследственность. Тем не менее, вы можете уменьшить риск заболевания, исключив из своего рациона трансжиры, сахар и другие быстрые углеводы. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ишемическая болезнь сердца является основной причиной смерти в мире. Женщины в возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 45 лет более подвержены этому заболеванию. К факторам риска сердечных заболеваний относятся нездоровое питание и ожирение, инсулинорезистентность и диабет, наследственность, повышенный уровень холестерина и артериальное давление, недостаточная физическая активность, употребление алкоголя, курение и клиническая депрессия. Люди с диабетом и избыточным весом в 2 раза чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как существует непосредственная связь между уровнем глюкозы в крови и здоровьем сосудов. Уровень глюкозы повышается после употребления пищи, однако некоторые продукты не вызывают резких скачков и содержат полезные вещества, свойства которых аналогичны лекарственным. В этом видео мы расскажем о 10 полезных продуктах для здоровья сердца. Номер 1. Авокадо. Авокадо – жирный фрукт, привозимый из Центральной Америки, приносит значительную пользу для сердечной мышцы. Несмотря на высокое содержание жиров, этот фрукт, кажущийся калорийным и несовместимым с диетой, на самом деле не наносит вреда. Наоборот, жиры в авокадо способствуют снижению общего уровня холестерина и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Авокадо содержит ряд полезных свойств. Один плод авокадо содержит 975 мг калия, что составляет 28% от рекомендуемой суточной нормы. Для снижения артериального давления до нормального уровня и уменьшения риска инсульта на 15% рекомендуется употребление 4,7 грамм калия ежедневно. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в авокадо, способствуют снижению уровня холестерина у людей с избыточным весом и снижают вероятность развития метаболического синдрома. Полиненасыщенные жиры также оказывают благотворное воздействие на состояние сосудов. Эти и другие полезные свойства делают авокадо ценным продуктом для поддержания здоровья сердца и сосудов. Номер 2. Чеснок. Чеснок является эффективным средством при гипертонии, аритмии, стенокардии, нарушениях мозгового кровообращения и ишемической болезни сердца. Регулярное употребление чеснока в пищу снижает риск инфаркта. Полезные свойства чеснока прежде всего обусловлены высоким содержанием сульфида водорода. Это вещество воздействует на стенки артерий и вен, способствуя их расслаблению. Кроме того, чеснок богат антиоксидантами. Свежий чеснок оказывает наибольшее полезное воздействие, в то время как сушеный или подвергнутый тепловой обработке чеснок теряет часть своей эффективности. Польза чеснока также связана с наличием в нем соединения аллицин, которое известно своим разнообразным терапевтическим эффектом. Полугодовое исследование подтверждает, что ежедневное употребление экстракта чеснока в дозах от 600 до 1500 мг может сопоставляться с эффектом приема рецептурного препарата, предназначенного для снижения артериального давления. Номер 3. Острый перец. Острый перец, благодаря содержанию в нем алкалоида капсаицина, имеет положительное влияние на организм. Капсаицин способствует снижению кровяного давления, уменьшает риск развития атеросклероза и препятствует образованию тромбов. Эти полезные свойства объясняются способностью капсаицина снижать уровень вредного холестерина в крови и активизировать его переработку и вывод из организма. Кроме того, капсаицин нормализует кровяное давление путем воздействия на гены, регулирующие сокращение стенок кровеносных сосудов. Номер 4. Рыба. Рыба очень полезна для сердца, поскольку содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, тромбоза, воспаления, аритмии и повышенного холестерина. Регулярное употребление рыбы также улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, поддерживает уровень витаминов и минералов в организме. Наибольшее количество омега-3 содержится в жирной морской рыбе, такой как лосось, палтус, сардина, скат, сельдь, тунец и другие. Достаточно употреблять 150 граммов такой рыбы 3 раза в неделю, чтобы обеспечить организм необходимым количеством омега-3. Для нормальной работы сердца и сосудов лучше употреблять рыбу запеченной или тушеной, а не жареной или соленой. Номер 5. Ягоды. Ягоды – это очень полезные продукты для здоровья сердца и сосудов. Они содержат много антиоксидантов, витаминов, минералов и клетчатки,
которые помогают снижать уровень холестерина, предотвращать воспаление, улучшать кровообращение и ритм сердца. Вот некоторые из самых полезных ягод для сердца: шиповник, клюква, малина и ягоды годжи. Ягоды можно есть свежими, замороженными и сушеными, но не вареными или с добавлением сахара, так как они теряют свои ценные свойства. Ягоды – это вкусный и легкий способ поддержать свое сердце в тонусе. Номер 6. Капуста. Капуста богата витамином С и клетчаткой, что играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца и сосудов. Она способствует предотвращению гипертонии, снижает уровень холестерина и помогает организму мягко избавляться от шлаков. Капуста полезна как в свежем, так и в квашеном виде. Однако квашеную капусту следует употреблять в ограниченном количестве из-за высокого содержания соли, которая может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Листья капусты могут быть эффективным средством от отечности ног. Для этого их следует поместить в морозильную камеру на 30 минут, а затем приложить к икроножной мышце. Номер 7. Помидоры. Помидоры являются полезными при регулярном потреблении, поскольку они снижают риск развития нарушений сердечного ритма, таких как мерцательная аритмия и тахикардия. Вещества, содержащиеся в помидорах, помогают нормализовать работу нервной системы, снижают ее возбудимость, что способствует профилактике гипертонии. Помидоры богаты антиоксидантом ликопин, который предотвращает отложение холестерина на стенках сосудов и, следовательно, снижает риск развития атеросклероза. Чтобы обеспечить организм достаточным количеством этого вещества, томаты лучше употреблять после тепловой обработки в сочетании с растительными жирами, например, добавляя к ним подсолнечное или оливковое масло. Номер 8. Орехи. По мнению специалистов, орехи являются одним из самых полезных продуктов для сердца и сосудов. Это связано с тем, что орехи содержат большое количество полезных веществ, таких как витамины, минералы, белки и жиры. Один из основных компонентов орехов – это мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Эти жирные кислоты способствуют снижению уровня холестерина в крови, что положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Помимо этого, орехи являются источником аргинина – вещества, благотворно влияющего на работу сердца и кровеносных сосудов. Аргинин улучшает кровоток, способствует расширению кровеносных сосудов, что снижает риск развития сердечных заболеваний. Также в орехах содержатся антиоксиданты, такие как витамин Е и селен. Они защищают клетки от повреждений, предотвращают возникновение воспалительных процессов и укрепляют сердечную мышцу. Среди орехов наиболее полезными для сердечно-сосудистой системы являются грецкий орех, миндаль, фундук, кешью и гроздья фисташек. Регулярное употребление этих орехов поможет укрепить сердце и сосуды, а также улучшит общее состояние организма. Однако не стоит забывать, что орехи являются высококалорийным продуктом, поэтому употреблять их следует в умеренных количествах. Особенно это касается жареных орехов, так как при обжаривании они могут потерять часть своих полезных свойств и стать опасными для здоровья. Номер 9. Грейпфрут. Грейпфрут богат гликозидами, которые не только улучшают пищеварение, но также способствуют нормальной работе сердца и предотвращают развитие атеросклероза. А в нем также содержится витамин П, который помогает укрепить кровеносные сосуды. Кроме того, грейпфрут способствует снижению уровня плохого холестерина, стабилизирует артериальное давление и уменьшает риск инфаркта миокарда. Рекомендуется добавить этот полезный фрукт в свой завтрак. Номер 10. Яблоки. Благодаря высокому содержанию витамина С в яблоках наши сосуды становятся крепче и их проницаемость уменьшается. Яблоки являются мощным очистителем крови, естественным и безболезненным. Известно, что яблоки снижают уровень холестерина в крови, что снижает нагрузку на сердце. Они помогают предотвратить образование холестериновых бляшек, что уменьшает риск развития ишемической болезни сердца. Яблоки богаты кальцием и калием, что способствует укреплению стенок сосудов и повышению их эластичности. Это приводит к хорошей циркуляции крови. Потребление яблок полезно как для гипертоников, так и для гипотоников. Яблоки могут поднимать артериальное давление, но также могут помочь его снизить. Флавоноиды, содержащиеся в яблоках, способствуют хорошей работе сердца и помогают снизить нагрузку на организм в целом. Так как яблоки являются мощными антидепрессантами, их регулярное употребление помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Друзья, ну а всем, для кого это видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это будет невероятной мотивацией снимать для вас новые полезные видеоролики. Всем